Приветствую тебя, коллега. Наверняка ты не знаешь, что у меня есть закрытая группа на Бусти. Здесь я публикую только концентрированную информацию. Есть закрытые видео для разовой покупки, есть подписки. В общем, ты можешь перейти, посмотреть и подобрать именно то, что тебе нужно. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Итак, коллеги, сегодня мы поговорим о настоящей алхимии машиностроения, индукционной закалками токами высокой частоты или ТВЧ. Вы часто слышите закалка ТВЧ и даже, наверное, не представляете, что это такое. Ну, большинство из вас. Это не просто способ сделать металл твердым, это искусство подчинения невидимых электромагнитных полей, с помощью которого мы научимся закаливать сталь за секунды, оставляя ее сердцевину гибкой, а поверхность твердой, как алмаз. Готовы узнать, как заставить электричество работать вместо печного огня? Ну, если готовы, тогда поехали. Наш путь начался не вчера. Еще в 1831 году Фарадей открыл электромагнитную индукцию. Но именно наш соотечественник профессор Валентин Вологдин превратил лабораторные фокусы в суровое промышленное оружие. Он доказал, что токи могут не только бить, но и греть, причем именно там, где нужно нам. Его работы спасли тысячи тонн металла в тяжелые годы и заложили фундамент того, что сегодня стоит на каждом современном предприятии. Но в чем же именно заключается главный фокус Вологдина? Любая деталь машины, будь то вал или шестерня, это фактически воин на поле боя, трения и изломов. Если мы закалим деталь целиком в печи, она станет твердой, но хрупкой, как стекло. Сломается при первом же ударе или каком-нибудь подклинивании. Если оставим ее сырой, то она будет изнашиваться, появляться будут задиры и вообще она просто износится в порошок. ТВЧ решает эту дилемму гениально. Мы создаем броню на поверхности, сохраняя мягкую пластичную сердцевину. Деталь гнется, но не ломается и при этом не стирается. Кто-то сейчас скажет: так это же ТВЧ, так это же ионно-плазменное азотирование. Да, именно что все эти методы, они направлены для создания одной и той же картины, то есть снаружи деталь твердая, внутри она достаточно пластичная. Но вы сейчас увидите, чем отличается именно ТВЧ обработка от ионно-плазменного азотирования и, к примеру, цементации. Как же нам удается нагреть только верхнюю часть металла с помощью токов? Секрет кроется в законах физики. Мы пропускаем через медную катушку, которая является индуктором, переменный ток. Он порождает мощное переменное магнитное поле. Когда мы помещаем внутрь этого поля нашу стальную заготовку, в ней рождаются наведенные или так называемые вихревые токи Фуко. Сталь сопротивляется этому току, и по старому доброму закону Джоуля-Ленца это сопротивление мгновенно превращается в колоссальнейшее тепло. Но почему же токи не идут в центр детали? Вот тоже логичный вопрос. Тут физическая магия. Поверхностный эффект или так называемый скин-эффект. Токи высокой частоты, они достаточно ленивые, они не любят лезть вглубь проводника. Они вытесняются магнитным полем самой поверхности детали. И чем выше частота нашего генератора, тем тоньше будет слой, по которому в итоге побежит ток. И тем он будет плотнее. Представьте, вся мощь сотен киловатт бьет в слой толщиной в пару миллиметров. Именно здесь за секунды рождается температура, которая порой превышает 1000 градусов. Но как же точно тогда рассчитать этот слой? Все подчиняется жесткой математике. Формула глубины проникновения проста. Она обратно пропорциональна корню квадратному из частоты тока. Нужно закалить толстый вал прокатного стана на 5-10 мм. Берем низкую частоту, скажем 2-8 кГц. Нужна ювелирная закалка микрооси на полмиллиметра.
выкручиваем частоту до 400 кГц и выше. Мы управляем глубиной нагрева, просто поворачивая ручку частоты на пульте. Однако металл приготовил нам один коварный сюрприз во время нагрева. Знаете какой? Точка Кюри. При температуре около 768 градусов Цельсия сталь резко теряет свои магнитные свойства. Она становится парамагнетиком. Магнитная проницаемость падает до единицы. Что это значит для нас, тех, кто стоит за пультом управления? Скин-эффект мгновенно ослабляет ток, и ток проваливается вглубь. Соответственно, скорость нагрева резко падает. Если технолог не учтет этот скачок и не подаст мощности, деталь останется недогретой. Помните, металл живой, он меняется на глазах. А что же происходит в этот момент внутри, в кристаллических решетках? Давайте заглянем туда. Пока снаружи бушует электромагнитный шторм, внутри металла идет бешеная перестройка. Сталь состоит из феррита и цементита. При нагреве они должны слиться в новую фазу – аустенит. В обычной печи этот процесс идет часами. При ТВЧ нагреве со скоростью 500 градусов в секунду на все про все у металла есть пару мгновений. Структуры просто взрываются, перемешиваясь друг с другом. В этой спешке кроется наше главное технологическое преимущество. Из-за сумасшедшей скорости диффузионные процессы запаздывают. Критические точки превращения ползут вверх. То, что в печи плавилось бы при 800 градусах, при ТВЧ требует уже 900 или даже 1000. Мы намеренно перегреваем металл. Звучит, наверное, как нарушение всех правил термообработки. Ну, не так ли? Любой старый термист скажет вам, что перегрев – это смерть для зерна. Но почему при ТВЧ деталь не погибает, а становится только прочнее? Время, коллеги, все решает время. Нагрев длится секунды, а аустенитное зерно просто не успевает вырасти. Оно зарождается в огромных количествах, но остается сверхмелким, микроскопическим. Мы получаем идеальную мелкодисперсную структуру, которая при быстром охлаждении даст нам недостижимую для обычных печей твердость. Мы поймали металл в ловушку времени, но нагрев – это даже не половина дела. Если мы вовремя не остудим эту пылающую массу, то считайте, что все пропало. Охлаждение или спреирование – вот момент истины. Как только нужная глубина прогрета, автоматика отключает ток и бьет по детали струями воды под огромным давлением. Температура падает на сотни градусов за доли секунды. В этот миг мягкий аустенит с хрустом и треском перестраивает свою решетку, превращая в самую твердую структуру стали мартенсит. Это как превратить уголь в алмаз. Но чтобы этот процесс произошел безупречно, необходимо идеальное железо. Любой профессионал знает, без надежного инструмента даже самая умная машина просто груда железа. Четко вы должны выставить индуктор. Для этого применяйте определенные специально подобранные инструменты. Потому что если вы выставите криво, получится брак. Если вы затянете все, установите с определенными зазорами и все отрегулируете, тогда получится то, что в принципе и должно у вас получиться. Взгляните на эту игольчатую структуру. Это мартенсит ТВЧ. За счет того, что исходное аустенитное зерно было сверхмелким, эти иглы, так называемые, тоже микроскопические. Более того, из-за бешеной скорости углерод не успел распределиться равномерно. В структуре появляются уникальные микронапряжения. В результате твердость стали после ТВЧ закалки превышает твердость после обычной печной на 2-3 единицы по Роквеллу. Это феномен сверхтвердости. И это дает нам еще один скрытый бонус. Но какой? Остаточное напряжение сжатия. Запомните это словосочетание как «отче наш». Когда аустенит превращается в мартенсит, он увеличивается в объеме, но холодная сердцевина детали не дает наружному слою расшириться. Поверхностный слой оказывается сжатым чудовищными силами.
И это прекрасно. Ведь именно эти напряжения сжатия будут сопротивляться внешним нагрузкам, когда деталь поставят в двигатель или куда-нибудь в ведущий мост. Хотите увидеть, как это спасает металл от разрушения на практике? Ну давайте посмотрим. Представьте, коленчатый вал, он постоянно изгибается и скручивается. Микротрещины усталости всегда зарождаются на поверхности и лезут вглубь. Но при ТВЧ закалке наша поверхность, которая превращается в броню, из сжимающих напряжений работает как тиски, намертво схлопывая и не давая раскрываться любой зарождающейся трещине. Усталостная прочность вала вырастает на 20-30%. Деталь становится практически неуязвимой. Но чтобы сделать такую бронь, нам понадобится серьезная артиллерия в цеху. Итак, из чего же состоит наш закалочный комплекс? Это 3 кита. Первый — источник питания, генератор ТВЧ. Второй — закалочный станок, который крутит и перемещает детали. И третий — система охлаждения, без которой мы не получим закалку, а просто получим перегретую заготовку. Ошибетесь в выборе хотя бы одного элемента, и деталь полетит уже в металлолом. Начнем с самого сердца комплекса — генератор. Как мы добываем высокие частоты? Перед вами динозавр, но динозавр вполне себе рабочий. Ламповый генератор. Огромные вакуумные лампы, КПД в районе 55%. Потребляют кучу энергии и воды на собственное охлаждение. Зачем они нужны сейчас? Только они способны выдавать сверхвысокие частоты, сотни килогерц, чтобы калить слои тоньше миллиметра на иглах, скальпелях и мелких валиках. Но для тяжелого машиностроения лампы уступили место более суровым и современным ребятам. Тиристорные преобразователи частоты, или ТПЧ. Рабочие лошадки советской и постсоветской индустрии сейчас используются достаточно часто. КПД доходит до 95%. Выдают они колоссальную мощь – сотни и тысячи киловатт, на частотах до 10 Гц. Идеальны для закалки огромных коленвалов, крановых колес и прокатных валков. Надежные, как кувалда, но довольно громоздкие и ограничены по частоте. Эволюция не стояла на месте, и сегодня на сцену вышли технологии совершенно другого порядка. Транзисторные генераторы на базе MOSFET и IGBT модулей. Это снайперские винтовки современной термообработки. Компактные, не требуют времени на разогрев, экономят до 60% электроэнергии по сравнению с лампами. Позволяют настраивать мощность и частоту с хирургической точностью через цифровые панели. Именно они делают процесс ТВЧ полностью управляемым и предсказуемым. А кто передает эту энергию деталь? Знакомьтесь, это индуктор. Это не просто скрученная медная трубка. Это инструмент формирования магнитных полей. Мы используем медь высочайшей частоты. По трубке течет вода, иначе индуктор расплавится за секунды от собственных токов. Зазор между индуктором и деталью – это святая святых, обычно 2-3 мм. Дрогнет зазор, изменится поле и глубина закалки поплывет. Но что же делать, если деталь имеет сложную форму, например, зубчатое колесо или какие-нибудь шлицы? Тут начинается полет фантазии инженеров. Мы гнем индукторы петлями, делаем их зигзагообразными, одно- и многовитковыми. Для внутренних отверстий одни, для плоскостей другие, для шестерен третьи. Иногда мы покрываем медь серебром, чтобы снизить потери токов высокой частоты, которые бегут по самой поверхности трубки. Создание правильного индуктора – это черная магия, требующая идеального знания физики и геометрии. А сразу за индуктором в бой вступает наш пожарный – спреер или душирующее устройство. Чаще всего он встроен прямо в индуктор. Отверстие в шахматном порядке, строгий расчет диаметров, обычно 1,5-2 мм. Струи должны ударять в раскаленный металл под углом около 45 градусов, чтобы мгновенно сбивать паровую пленку и обеспечивать молниеносный теплоотвод. Если отверстие забьется окалиной, на детали появится мягкое пятно, и это будет уже гарантированный брак. Но чем именно мы охлаждаем? Вода. Дешево и сердито, скорость охлаждения огромная, но для многих легированных сталей это прямой путь к трещинам.
Масло мягко, бережно, но оно горит, дымит, и его нужно постоянно чистить. Сегодня золотой стандарт – это водные растворимые полимеры. Они сочетают экологичность воды со скоростью охлаждения масла. Мы можем менять концентрацию полимера, настраивая резкость закалки под конкретную марку стали. Как это работает на микроуровне? Смотрите, когда вода бьет в раскаленный металл, она мгновенно вскипает, создавая паровую рубашку, которая блокирует охлаждение. Полимерная добавка образует на поверхности детали тончайшую пленку. Эта пленка лопается в нужный момент, контролируя процесс теплообмена на стадии кипения. Никаких термических шоков, никаких трещин и идеальный мартенсит. А ну что будет, если параметры жидкости начнут скакать? Брак. Страшный сон термиста, мягкие пятна и излишние деформации. Упало давление в насосе, вода потеплела на 10 градусов, спрейер забился, и на выходе мы получим пятнистую твердость. Деталь сотрется в механизме в первые же часы работы. Поэтому современный закалочный комплекс непрерывно мониторит температуру, расход и давление закалочной среды. Контроль – это наше все. А теперь давайте разберем, как именно мы двигаем детали под индуктор. Итак, способ первый – одновременная закалка. Деталь вращается, индуктор полностью охватывает нужную зону. Греем все сразу в течение нескольких секунд, включаем ток, подаем воду, идеально для мелких деталей, втулок, небольших шестеренок, шеек клапанов и так далее. Высочайшая производительность, но чтобы нагреть большую площадь сразу, нам нужен генератор чудовищной мощности, что экономически, не всегда выгодно. Как быть с огромными деталями? Используем непрерывно последовательный способ. Медленно тянем индуктор вдоль длинного вала. Нагрев идет узким кольцом, а следом сразу бьет спрейер. Мы как бы штрихуем деталь закалкой. Мощности генератора нужно в разы меньше, а длина вала может достигать нескольких метров. Тут главное синхронизировать скорость движения, ток и поток воды. Чуть остановился, пережег. Но кто же обеспечит идеальное обслуживание такой системы насосов и спрееров? Только профессионал с хорошими обученными навыками. Хорошие промышленные специалисты в цеху постоянно должны обслуживать данные установки. Когда оборудование настроено правильно, все установлено, проверено давление воды, все стабильно, то никакой пятнистой твердости у вас не будет. Но обращайте обязательно внимание. Многие люди настраивают такие приборы и поливают, и поливают, и поливают. Вы должны постоянно останавливаться, проверять деталь и производить постоянное обслуживание вашей установки. А что если нам нужно закалить только узкую кромку диска? Тангенциальный метод. Вращаем диск внутри индуктора так, чтобы ток пробегал только по его периметру. Скорость вращения высокая, нагрев идет импульсами. Этот метод сберегает энергию и защищает центральную часть диска от перегрева и поводок. Умный подход к геометрии детали. Но ведь иногда нам нужно прогреть металл насквозь, например, перед штамповкой. Тогда мы применяем сквозной или глубинный нагрев. Здесь мы снижаем частоту, чтобы скин-эффект не мешал нам током проникать вглубь. И даем время теплу растечься по всему объему. Никакой окалины, никакого обезуглероживания, как в газовых печах. Металл выходит чистым и равномерно пластичным. Идеальная заготовка для кузнечного пресса. А теперь давайте вернемся к станкам. Как же выглядят современные исполины? Гордость цеха – вертикальный закалочный станок. Деталь зажата между центрами, как струна. Индуктор плавно скользит вверх или вниз. Вертикальное положение спасает горячую деталь от провисания под собственным весом. Станки с программным управлением могут запомнить сотни программ.
Здесь греем быстрее, здесь медленнее, здесь пропускаем зону. Человеческий фактор сведен практически к минимуму. Но что же нам делать, если вал не влазит в вертикальный станок? Существуют гигантские горизонтальные закалочные комплексы. Оси локомотивов, буровые штанги до 12 метров в длину. Вал ложится на регулируемые люнеты и каретка с индуктором, и спреером, и с самим даже трансформатором отправляется в долгое путешествие по детали. Эпическое зрелище. Но чтобы прогреть сложные участки таких деталей одновременно, одного медного кольца мало. Нам нужны магниты-помощники. Магнитопроводы или концентраторы поля из магнитной керамики типа феррокса. Индуктор излучает поле во все стороны, теряя до 40% энергии впустую. Мы надеваем на медь П-образные пластины из феррита, и они, как линза, фокусируют магнитное поле, выдавливая его строго на деталь. Закалка внутренних отверстий и впадин без этих концентраторов была бы просто невозможна. Сборка такого индуктора – это хирургическая точность. И такую точность гарантирует правильный подход к сборке. Инженер аккуратно фиксирует хрупкую керамику, надежно взяв специальный инструмент. Четкая посадка крепежа исключает сколы феррита, а значит магнитное поле на нашей шестеренке будет сфокусировано идеально. Кстати, о шестернях. Это исторически самая большая головная боль всех термистов. Знаете почему? Потому что обычный индуктор на одной частоте работает так. Либо мы греем вершины зубьев и пережигаем их, оставляя впадины сырыми, либо пытаемся прогреть впадины, и тогда зубья плавятся. Геометрия шестерни ломает классическую физику индукции. Раньше приходилось идти на компромиссы, теряя качество, но инженеры нашли гениальный и по сути своей элегантный выход из этого частного тупика. Технология SDF. Одновременно наложение двух частот. Мы пускаем в один индуктор сразу два тока. Средняя частота пробивает глубоко, прогревая впадины зубьев. Высокая частота работает только на кромке, аккуратно волакивая вершины. Это симфония электромагнитных волн, работающая в унисон. И каков же результат этого высокотехнологичного дуэта? А результат простой: идеальная безупречная контурная закалка. Упрочненный слой с микронной точностью повторяет сложнейший профиль шестерни. Вершины не отколятся, впадины не начнут истираться. Такая шестерня выдержит самые высокие нагрузки в трансмиссии тяжелого бульдозера или авиационного двигателя. Но если шестерня это сложно, то что вы скажете о детали, которая постоянно меняет свой центр тяжести во время работы? Да, вы не ошиблись, это коленчатый вал. Его шейки смещены относительно оси. При закалке индуктор должен скакать вслед за вращающейся шатунной шейкой, не меняя зазора ни на миллиметр. Для этого создаются сложнейшие разъемные индукторы-полукольца и следящие механизмы. Это высший пилотаж кинематики и электромеханики. Но в коленвале есть одно ахиллесовое сухожилие, где ломается 90% таких валов. Это галтели. Вместо плавного перехода шейки в шейку вала – это зона колоссальной концентрации напряжения. Раньше галтели накатывали роликами, но ТВЧ решила и эту проблему. Мы профилируем индуктор так, чтобы он загонял тепло прямо в радиус галтели. Созданное там напряжение сжатия делают вал практически неубиваемым. Но после любой жесткой закалки металл находится в состоянии жесточайшего стресса. И как же его успокоить? Процесс отпуска. Если оставить деталь сразу после закалки, она может треснуть от малейшего удара, как перекаленное стекло. Мы помещаем ее в печь при 150-200 градусах и снова легонечко греем ТВЧ. Мартенсит снимает внутреннее напряжение, чуть-чуть теряет в твердости, но приобретает жизненно важную ударную вязкость. Однако для хрупких деталей есть способ еще элегантнее – самоотпуск. Как это работает? При самоотпуске
поверхность. Мы не охлаждаем деталь до конца. Мы сбиваем температуру поверхности так, чтобы образовался мартенсит. Но внутри, в ядре детали, оставляем запас тепла. Воду отключают, и это внутреннее тепло медленно возвращается на поверхность, аккуратно отпуская свежезакаленный слой. Идеальный расчет экономит нам часы времени и мегаватт электричества на дополнительных печах отпуска. Но любую теорию можно проверять и нужно практикой. А практика требует беспрекословного контроля. Вал прямо в центрах. Инженер проверяет геометрию, нет ли поводок после термоудара. Потому что любая настройка таких установок требует постоянного контроля геометрии деталей. Если вы понимаете, что при такой термообработке ТВЧ идут сильные поводки, то режимы, а может быть и способы ТВЧ должны постоянно пересматриваться. Проверили геометрию, теперь давайте заглянем в душу металла, чтобы избежать катастроф, которые невидимы ни одному измерительному прибору. Вот он брак. Закалочная трещина. Термист дал слишком большую мощность или охлаждающая вода была слишком холодной. Внутреннее напряжение разорвали сталь на микроуровне. Такую деталь уже не спасти, только в переплавку. Чтобы этого не произошло, мы обязаны проводить строгий контроль качества каждой партии. И наш первый и главный инструмент в этой борьбе – алмаз. Твердомер Роквелла. Алмазный конус вдавливается в деталь. Если стрелка показывает 58,62, для стали 45, мы сработали практически идеально. Деталь прошла тест на поверхностную прочность. Но твердость – это еще не все. Как нам узнать, на какую глубину прокалился слой, не распилив при этом дорогую деталь пополам? Разрушающий контроль – это, конечно, применяется, но это уже прошлый век. В дело вступает магнитно-индукционная структура скопы. Поверхностный слой, мартенсит и сырая сердцевина имеют разные магнитные свойства. Прибор посылает импульс и по эхосигналу с невероятной точностью рисует нам глубину закаленного слоя на экране. Стопроцентный контроль без единой царапины на детали. А теперь давайте поговорим о деньгах. Почему ТВЧ побеждает все традиционные методы термической обработки. Сравним его с цементацией. Классическим насыщением стали углерода в печах. Цементация требует защиты деталей медью, десятков часов кипения в ядовитых газах, огромных энергозатратах и так далее. ТВЧ делает то же самое, поверхностное упрочнение за несколько секунд прямо на конвейере. Сокращение технологического цикла на 85-90%. Снижение затрат в разы. Но есть один нюанс, о котором нельзя забывать. Химия стали. ТВЧ не добавит в деталь углерод, если его там нет. Мы не можем закалить токами низкоуглеродистую пластилиновую так называемую сталь, типа СТ-20. Нам нужны конструкционные стали с содержанием углерода от 0,4 и выше. Только тогда мы получим полноценный твердый мартенсит. Правильный выбор материала – это фундамент технологии, как и в принципе правильный выбор людей и оборудования. Высокие технологии требуют культуры производства, капитальное обслуживание ЧПУ станков. Взгляните вот на эту эстетику. Все на своих местах, все готово к работе и все достаточно чисто и убрано. В установках ТВЧ только такая чистота и порядок позволяют добиваться отличных результатов, а также обеспечивают, что немаловажно, высокую безопасность. И что еще важно в наше время? Индукционная закалка – это зеленая технология. Никакого открытого пламени, никаких токсичных масляных ванн, дыма, копоти и так далее. Станок ТВЧ можно поставить прямо в светлом цеху механической обработки, рядом с токарными центрами с ЧПУ. Никакой сложной логистики между цехами, и экология, как и безопасность, под контролем.
Вот она симфония современного машиностроения. Идеальные валы, оси и шестерни, сияющие после индукционной закалки. Они отправятся в тракторы, в машины, станки, двигатели, чтобы работать там годами под чудовищными нагрузками. Мы с вами разобрали, как с помощью невидимых полей и законов физики сделать металл непобедимым. Учитесь, пробуйте, внедряйте. Спасибо за внимание. Всем добра. Пока-пока.